Я есть Майтрея. Я вновь пришел. Сегодня, как и раньше, я желал бы дать вам некоторое понимание и передать вашему сознанию частицу своего сознания. Мы обмениваемся энергией, и в этом взаимообмене мы обогащаем друг друга. Поэтому я прихожу вновь и вновь. Я вглядываюсь в ваш мир. Когда ваше сознание сможет воспринимать вечные истины, мы сможем общаться напрямую. А до тех пор, пока ваше сознание занято иллюзорными вещами, мы можем только кратковременно пожать друг другу руку, протянутую сквозь миры. Ваша жажда впечатлений и материальных энергий препятствует нашему общению. Ваше сознание постоянно привязано то к одному предмету, то к другому предмету вашего мира. Нет свободы. И поскольку нет свободы вашего сознания, мы не можем общаться. Вы заключены в темницу. И эта темница – ваша иллюзия, которая вас окружает в материальном мире. Ваше сознание постоянно блуждает в дебрях иллюзий. Ни на минуту вы не можете сосредоточиться на нашем мире. Как же нам понять друг друга? Вы сможете приблизиться ко мне в своем сознании только тогда, когда начнете снимать покровы иллюзии с ваших 4 нижних тел. А это называется встать на путь посвящения и следовать по этому пути. Таково состояние мира сейчас, что для того, чтобы вырваться из сетей иллюзий, необходимо приложить большие усилия, связанные с преодолением вашего человеческого сознания, вашего плотского ума и ваших желаний. Поэтому этот путь
в настоящий период времени очень болезненно. Вам приходится резать по-живому, отказываясь от всего, что в вашем мире принято считать престижным, необходимым и нужным. Вряд ли многим из читающих это мое послание будет понятно, о чем я говорю. Потому что мы говорим на разных языках. И мы не сможем понять друг друга, пока ваше сознание не раскроется, подобно лотосу, навстречу божественной истине, о которой я вам говорю, и о которой вам говорят другие вознесенные владыки. Отказаться от всего, что вас окружает. Это воспринимается вами как насилие, как нечто непонятное и настораживающее. Да, так было и раньше. Мы говорили немногим, сознание которых было готово приоткрыться, подобно морской раковине, навстречу нам. Но даже эти немногие с трудом воспринимали то, о чем говорится. Поймите, мы желаем вам только добра, только любви, только всего самого лучшего, что может быть. Но наше понимание добра, любви и лучшего является разным, потому что ваш мир является перевернутым миром. И все, что для нас является возвышенным и божественным, вам кажется сомнительным и обременительным. В этом состоит основная сложность взаимодействия между нашими мирами. И вопрос изменения сознания, его возвышения до уровня, на котором мы способны будем говорить на одном языке, является актуальным и значимым. И это самый главный вопрос вашего времени. Неужели вы думаете, что Бог не сможет взять заботу о вас тогда, когда вы полностью предадитесь Ему? Неужели вы думаете, что заботливые руки не будут страховать каждый ваш шаг, когда вы неуверенной еще походкой пойдете навстречу новому миру? Слишком со многими разочарованиями и неудачами вы сталкивались из воплощения в воплощение. И рубцы,
которые лежат на ваших душах, никак не могут зарасти и рассосаться. Это является причиной отсутствия веры. И это является причиной, почему вы не можете воспринять наши слова как истину. Вы слишком часто обжигались. И тогда, когда настала пора вновь услышать наш голос, который вы слышали раньше через многих пророков, вы испытываете сомнения. Вы слушаете и не слышите. Вы читаете и не доверяете. И это ваше право. Есть закон, который действует в иллюзорном мире. И этот закон действует безупречно и безукоризненно. И этот закон гласит о том, что с вами происходит то, во что вы верите и к чему вы устремляетесь. Поэтому мы говорим о качестве веры и качестве преданности Владыке. Тогда, когда внутри вашего существа вспыхивает вера и преданность, это служит своего рода магнитом, который начинает вас притягивать в наш мир. Но поскольку сегодня вы верите и устремлены, а завтра вы вновь устремляетесь за каким-то предметом вашего мира, или желание ведет вас по иллюзии, то мы не можем выловить вас из иллюзии. Нам необходимо ровное и постоянное горение вашего пламени устремления, веры и преданности. Тогда мы можем различить вас и предпринять меры к тому, чтобы выступить вам навстречу. Поэтому мы говорим о наработке божественных качеств, потому что это ваши ценности, которые навсегда останутся с вами. А ваши иллюзорные увлечения растают вместе с миром иллюзий. Я прихожу для того, чтобы задать верное направление вашим устремлениям. Поскольку иллюзия все укрепляет и укрепляет свои позиции, от вас требуется удвоение и даже многократное усиление ваших божественных качеств. Никогда еще не было так, чтобы наши ученики без боли и страданий расставались со своим эго. Процесс просветления сопровождается неизбежным процессом очищения от всего иллюзорного. А поскольку ваше эго является частью вас самих,
что вы испытываете страдания, срезая с себя куски вашего эго, выжигая ваши привязанности и желания. Это очень трудный путь, и требуется достаточная внутренняя мотивация и безусловная вера, чтобы выдержать этот путь и пройти его до конца. Единицы могут. Мы делаем все, чтобы облегчить вам исход из мира иллюзии в реальный мир Бога. Мы прикладываем титанические усилия. Однако ваш мир ближе к вам, и вы слышите его звуки и чувствуете его притяжение. Потому что для того, чтобы услышать нас, необходима тишина, уединение и определенная степень очищения от кармы. Не все так плохо, как кажется, потому что ваш мир становится все менее и менее приглядным. И те души, которые созрели для перехода в наш мир, все явственнее и явственнее ощущают это. Я говорил сегодня о самом главном, о вашем исходе из мира иллюзий в божественный мир. И это самая актуальная вещь для вас сейчас. Я есмь